Январь 2026 года. Магазин на Манхэттене. Внутрь врываются трое вооруженных грабителей в масках. Они разбивают витрины кувалдами и забирают товар. Причем работают профессионально, знают, что брать. Ну, вроде бы достаточно обычное дело. Только магазин не ювелирный, как можно подумать, а гиковский. Добыча – коллекционные карточки с покемонами. Сумма ущерба около $100 тысяч. Давайте сыграем небольшую игру. Отгадайте без гугла, какая из знаменитых медиафраншиз самая прибыльная. «Звездные войны», киновселенная Marvel или вообще Гарри Поттер? Это все неправильные ответы. Самая прибыльная франшиза в истории с огромным отрывом – это покемоны. По скромным оценкам, покемоны с 1996 года заработали более $100 миллиардов. Человека, который придумал покемонов, зовут Сатоси Тадзири. Он родился в 1965 году в Токио, но детство провел в пригороде. Пропадал в полях, забирался далеко в лес и собирал там насекомых. И стать он хотел, конечно, энтомологом. Особенно ему нравились разные жуки, так что в итоге среди друзей он получил кличку «Доктор Жук». Друзей этих было немного. Мальчик по характеру был замкнут и странноват, но в целом детство получилось достаточно счастливое. На сельскую Японию тем временем наступал город. Экономика росла, страна урбанизировалась, леса вырубались, на их месте вырастала многоэтажная застройка. Примерно это случилось в пригороде, где жил Тадзири. Жуков теперь было не пособирать, но зато появился торговый центр, а в нем аркадные автоматы с первыми играми. В 13 лет Тадзири стал фанатом только что вышедшей игры Space Invaders и проводил за ней все свободное время. На школьных оценках это сказывалось так себе, зато дало понимание того, что такое вообще игры. В 1981-м Тадзири выиграл конкурс компании Sega и на призовые деньги купил свой первый компьютер. В том же году он начал издавать собственный фанзин, посвященный играм, под названием Game Freak. Ниша была не занята, и рукописный фанатский журнальчик быстро превратился в серьезные печатные издания. Тадзири стал экспертом. Он писал обзоры, тестировал новые игры и даже выступал на радио и телевидении. Но по-настоящему он, как и все люди такого типа, мечтал о другом – делать собственные игры. К концу 80-х вокруг журнала сформировалась команда будущих разработчиков, которой суждено было перевернуть мир. Сам Тадзири, художник Кен Сугимори и программист Масуда. Студию свою они так и назвали – Game Freak. В июне 1989-го вышла их первая видеоигра. Она продалась тиражом в 200 тысяч копий и принесла компании почти 400 тысяч чистой прибыли, если считать в современных долларах. В начале 90-х этот рынок переживал настоящий бум. В каждый год выходили тысячи новых релизов. Появились консоли, которые сейчас считаются легендарными. Несмотря на это, к видеоиграм в Японии относились довольно скептически. Мало кто понимал, что это вообще такое. Корпорации чуяли, что на играх можно хорошо заработать, но профильного образования и каких-то устоявшихся карьерных путей для разработчиков еще не было. В результате в индустрию попадали такие, как Тадзири. Ребята случайные, часто странные, но дико увлеченные. И с собой они несли необычные идеи. Люди старой закалки, включая собственных родителей, обычно считали их неудачниками. Но если в крупной корпорации находился человек, готовый рискнуть и дать им денег, часто получалось что-нибудь прорывное. Примерно так и произошло с очередной идеей Тадзири. Сама идея, по легенде, появилась из двух источников. Во-первых, конечно, сыграло детское увлечение Тадзири энтомологией. Ему хотелось, чтобы дети в городах могли получить тот же опыт, что и он, и тоже собирали каких-нибудь интересных существ. Вторая история связана с увлечением играми. Однажды Тадзири потратил довольно много времени в игре Dragon Quest 2, добывая редкий предмет. Добыть он его добыл, а подобрать не смог из-за бага. У его приятеля таких предметов было 2. Тадзири задумался, почему нет способа передавать игровые предметы с устройства на устройство. Что если дети в энтомологической игре, которую он придумал, будут не только собирать существ, но и обмениваться ими? Получится настоящее коллекционирование.
Игровая система, которая такое могла, действительно существовала. Это был теперь уже знаменитый Game Boy. Небольшое портативное устройство с черно-белым экранчиком. Оперативной памяти там было 8 килобайт. Это в миллион раз меньше, чем у современного смартфона. Но зато два Game Boy при желании соединялись специальным кабелем, чтобы играть друг против друга. В компании Nintendo, которая делала Game Boy, идею Тадзири откровенно не поняли. Монстры какие-то, жуки, обмен, это что вообще? Но денег дали. И это, как сейчас понятно, было лучшее решение в истории корпорации. И без того богатой на хиты. Дали, правда, не очень много, особенно для такой амбициозной идеи. Разработка шла тяжело. Бывало, что команде приходилось подрабатывать на стороне, чтобы проект не загнулся. Сам Тадзири месяцами жил в чисто японском режиме максимального трудоголизма. 24 часа работаешь, 12 часов спишь и так до бесконечности. Сроки постоянно сдвигались и сдвинулись в итоге на 5 лет. Ситуация на рынке за это время поменялась полностью. Game Boy из актуальной новинки превратился в старье и находился в конце жизненного цикла. Никто еще не знал, что покемоны дадут ему вторую жизнь. 27 февраля 1996 года игра наконец вышла. Причем сразу в двух версиях – Pokemon Red и Pokemon Green. Pokemon – это сокращение от Pocket Monster – карманный монстр. А версии не отличались ничем, кроме набора покемонов, которых в них можно было поймать. Собственно, весь игровой процесс в этом и состоял. По карте бродил пиксельный мальчик. Его покемоны сражались с другими покемонами, побежденные добавлялись в коллекцию. Цель была проста – собрать всех. За это выдавался диплом, его даже можно было распечатать в виде стикера на специальном принтере. В Game Boy продавался и такой аксессуар. Идея с разделением игры на разноцветные версии с разным набором покемонов принадлежала другому топу Nintendo, создателю Марио Сигеру Миямото. Он решил, что это простимулирует обмен между игроками и разбудит в них коллекционеров. Тем более, что по кабелю можно было не только поменяться, но и устроить сражение. Ход оказался верным. К концу 1996 года был продан 1 миллион картриджей с игрой, в 1997-м 3,5 миллиона. Целевой аудиторией первых покемонов считались 10-летние дети. И вот теперь эти дети менялись карманными монстрами, сражались и пересказывали друг другу городские легенды. Главная легенда касалась Мью, секретного покемона, которого можно найти только если знаешь, где искать. В реальности Мью был внутренним приколом команды разработчиков, добавленным в игру довольно случайно. Игрокам он доступен не был, но кто-то раскопал его в файлах игры, и дальше слухи расходились по школам Японии как пожар. Там все знали парня, который знает парня, который знает парня, у которого дядя работает в Nintendo, и вот этот дядя может по секрету сказать, где прячется Мью. В общем, получился хит. Большая заслуга тут принадлежит человеку, который сразу оценил потенциал покемонов. Это был один из продюсеров игры Цукинадзу Исихара, и он с самого начала хотел делать глобальную франшизу. Еще до релиза компьютерной версии в производство запустили коллекционную карточную игру, мангу и многосерийное аниме. Покемоны били по площадям. Именно аниме-сериал, который стартовал 1 апреля 1997-го, сделал мировой звездой Пикачу, желтую электрическую мышь, теперь известную всей планете. Сюжет у аниме был такой же несложный, как и у игры. 10-летний мальчик путешествовал по миру в попытке стать лучшим тренером покемонов. Десятки, а потом и сотни миллионов детей немедленно увидели в нем себя. Появился даже термин «покемания». Сериал в разное время транслировался в 70 странах. Новые сезоны выходят до сих пор. Общее количество серий уже перевалило за 1000. Общее число зрителей аниме по покемонам за все время составляет где-то 1 миллиард человек. Ну, конечно, не обошлось без громкого скандала. 16 декабря 1997 года в эфир вышла 38-я серия с очень неудачным спецэффектом. Взрыв ракеты был показан быстро мигающей красно-синей заливкой. Это спровоцировало эпилептические приступы у 6 сотен зрителей, включая детей. Кто-то попал в больницу, кто-то отделался легче, но все равно пострадал. Сериал на 4 месяца поставили на паузу. Акции Nintendo упали на 5%. Пресса быстро нашла для этого случая термин «покешок».
репутация франшизы была серьезно подпорчена. Покемоны и так выглядели странно для неяпонской аудитории. А тут дети в больницу попадают. История передавалась по сарафанному радио, детали вроде эпилепсии и номера эпизода по дороге терялись, в итоге пошел устойчивый слух, что аниме с помощью 25-го кадра вызывает у детей припадки. Если кто-то из вас рос в России в начале нулевых и не мог понять, откуда родители это взяли, вот как раз отсюда. У нас за покемонов в итоге пришлось публично вступаться Сергею Супоневу, но похожая паника была и в других странах. Покеманию она затормозить не смогла. В 1998 году открылся первый магазин, полностью посвященный покемонам. Вышел полнометражный мультфильм. Под покемонов перекрашивали самолеты и поезда. Заводы работали в 3 смены. Nintendo буквально заваливала мир мерчом. От плюшевых игрушек до пижам и наклеек. Островное государство Ниуэ выпустило с Пикачу монеты. И правильно сделало, потому что было мало кому известно. А вот Пикачу к этому моменту знали абсолютно все. К началу нулевых прибыль Nintendo увеличилась в 2,5 раза, причем больше трети всей выручки шло от покемонов. В 2001 году мания пошла на спад, но в отличие от другой моды, типа тамагочи, покемоны никуда не исчезли. Они перепахали целое поколение детей, и в Nintendo понимали, что это надолго. Компьютерные игры выходят до сих пор. Меняются консоли, графика становится лучше, но суть остается той же самой. Увеличивается только количество покемонов. Сейчас их больше 1000 разновидностей. Покемоны — удивительная франшиза еще и в том смысле, что Nintendo удалось совершить революцию не 1, а 2 раза. Второй раз — это Pokemon Go, игра в дополненной реальности, которая вышла в 2016 году и которую за первый месяц скачали 100 миллионов человек. Какой это был хит и массовое помешательство, рассказывать не надо, это все помнят. Но забавно, что в самой идее ловить покемонов со смартфоном на улице хорошо видны следы самой первой идеи Тадзири. Pokemon Go за 3 месяца после релиза заработала своим создателям $600 миллионов. В 2025-м ее в пакете из 3 игр купил Саудовский инвестиционный фонд за 3,5 миллиарда. Отдельная тема — это коллекционная карточная игра по покемонам. Там своя субкультура и свой вторичный рынок, на котором редкие карточки стоят абсолютно безумных денег. Самое редкое — это Пикачу Иллюстратор, вышедший в 1998 году тиражом всего 40 экземпляров. В 2021 году блогер Логан Пол купил такую карту за $5 275 000. Сделка проходила в дубайском парусе и транслировалась на Ютубе. В 26-м Пол продал карту на аукционе за $13 300 000. Она досталась венчурному инвестору A.J. Скарамуччи. Покемонам в этом году исполняется 30 лет. Совокупный доход франшизы не раскрывается, но аналитики называют цифры от 100 до 150 миллиардов долларов. Только 20% этой суммы приходится на сами игры. Остальное — это лицензионная продукция. С франшизой делают совместные проекты самые разные бренды, от Uniqlo до Gucci. Дети, которые росли на покемонах, давно выросли. Многие из них вполне могут себе позволить брендовые сумки, а некоторые, как мы выяснили в начале, научились грабить магазины. Но это ладно. Главное в другом. У детей, которые росли на покемонах, теперь тоже есть дети, которые знают Пикачу с младенчества. Создатель покемонов Сатоси Тадзири в свое время писал: «Я думаю о детях. У них сейчас немного времени, поэтому я делаю игры, которые заполнят свободные 5-10 минут волшебством». Можно предположить, что в этом и заключается секрет успеха покемонов как бренда. Что-что, а волшебство будет пользоваться спросом всегда.